Приветствую вас на своем канале. Пришло в один день две посылочки с одинаковыми товарами. Ну, они от разных продавцов, шли разное время, но это одинаковые. Значит, ну давайте вот это с коробочки. Здесь у нас трек номер трекался только по Китаю. 96 рублей стоит шнур USB. Но так как у меня был купон, то я заплатил за него всего 34 рубля 56 копеек. 0,25 сантиметров, шла посылка 18 дней. Ну, смотрю, коробочка, наверное, какой-то фирменный. Ну, вот не знаю, USB, а там дальше что, микро-USB или какой-то другой на выходе, я теперь уже и сомневаюсь. Перед этим был шнур, а у него оказался какой-то другой выход. Так. Фирменная коробочка. Так, конвертик пустой. Ну, на 34 рубля, я думаю. Ну, в принципе, какой-то, наверное, скорее всего, фирменный. Вот, пожалуйста, коробочка. Здесь у нас микро-USB. Это уже радует. Так. 2,1 ампер продавец. Ну, это не продавец, а производитель на коробочке написал. Так. 250 миллиметров, микро. Сайт. Здесь еще вот. Здесь тоже сайт. Здесь какие-то данные. Здесь еще данные на английском, на китайском. Так, пожалуйста, кто интересуется этим. Как вот. Один, давайте один, только английский. Так, голограмма. Можно зайти даже, вот я смотрю, на этот, наверное, завод, чтобы узнать, что это настоящее. Так, ну, давайте, значит, шнурочки плоские, фирменный знак только лишь на маленьком, на микро USB. Так, давайте сразу проверим. Значит, я не буду проверять. Вот у меня зарядка от Lenovo, шнур от Lenovo. Но я уже записал показания, чтобы уже не проверять. 4,97 вольта он дает при нагрузке 1 ампер и 0,91 ампер выдает. Поэтому уже каждый раз я проверяю, каждый раз этот провод. И не будем сейчас, уже есть запись. Так, ну вот он выдает 5,11 вольт, точно так же, как и без нагрузки. Вот этот Lenovo шнур. Давайте включим нагрузку. 1 ампер. Что-то у меня должно быть. Так, ну давайте он немножечко, пускай прогреется. Так, ну вот он выдает 5 вольт, что больше, чем леновский шнур. Даже проскакивало 5,01 вольта и 0,87 ампер. Немножечко 0,88 было, немножечко ампераж падает и немножечко ниже. Не знаю, видно, не видно. Попытаюсь вот так показать. Ну, в принципе, я озвучил 0,89, даже 0, вот уже 0,90 ампер. В принципе, почти как фирменный леновский. Я просто нет у меня шнуров, которые бы больше его показывали. Я бы тогда его оставил как для проверки. Ну, естественно, что зарядка не дает много, поэтому при 2 амперах оно мигает и ничего не показывает. Ну вот уже показывает 5,12 вольт. Неплохой шнурочек. Показывает точно такие же показания, как фирменный леновский. Значит, давайте его в стороночку. Проверку тоже в стороночку. Значит, а здесь у нас тоже USB шнур. 144 рубля стоит он на сайте, но у меня был купон на 2 доллара, и я заплатил у него всего 21 рубль. 10 дней шла посылочка, значит, трек номер этот до самого почтового отделения. И мне пришла получите
не сообщение, а просто в чек-трекере, значит, ожидает получения. Так, где тут отрезать? Значит, ну, вроде бы я всю информацию сказал, цену. Значит, ссылочки, естественно, под эти оба будут под видео. Так, ну вот фирменный, опять фирменный кулечек. Но в прошлый раз в таком же самом кулечке, так, конвертик пустой, был не микро USB, а какой-то фирм, ага, тоже. Или нет, сейчас проверим, потому что я уже сомневаюсь. Я не посмотрел, честно говоря, я не знал, что кроме микро, мини, это уже точно не мини был, я уже различаю их немножечко. И смотрю, вроде бы микро, оказывается нет. Так, точно такая же фирменная упаковочка. Значит, с заказным письмом, я уже говорю, трекалась полностью по всему. Так, ну это уже микро USB. Так, вот, значит, уже повезло, а то у меня таких телефонов нету, которые другими запитываются. У меня Lenovo. Так, ну давайте проверим его. Оплеточка красного цвета и золотистые такие вставочки. Здесь фирменное название. Так. Не знаю, другого способа проверки я не знаю. 5-11 вольт. Давайте 1 ампер проверочку. Так. Даже больше вольт показывает. 5,03, 5,04 даже вольта показывает под нагрузкой. 5,11 еще раз вот у меня на бумажечке. Значит, без нагрузки. 0,90 ампер. Значит, я вот этот вот шнур оставлю как проверяющий. Значит, этот вот не буду дергать. Это у меня постоянно я заряжаю Lenovo. 0,90 ампер. 5,06 даже вот проскакивало вольта. Так, вот я не знаю, видно, не видно. Вот так вот. Попробую. Раз это будет у меня проверяющим шнуром, значит я его оставлю. Фирменный шнур. Не знаю, видно, не видно. Так, что у нас тут немножко изменилось? 5,07, 0,91 ампер. Да, все то же самое, даже и напряжение больше идет. Значит, быстрее, может быть, даже и зарядится через этот шнур. Но он короткий, я не знаю, сколько бы метровый шнур показал бы. Этот, конечно, 0,25. Так, неплохих два шнура, но этот почему-то 0,25 длиннее, чем этот 0,25. Давайте. Рулетку я не буду брать. Значит, этот у нас полностью совсем действительно 27 сантиметров. Значит, этот у нас 250 миллиметров только шнура. Это они пишут только, что шнур от отсюда до сюда 25. Больше получается с этими вместе выводами. А здесь полностью все. Ну, это, я думаю, небольшая разница. Хорошие вот эти шнуры, я постоянно использую их от пауэрбанков. Положил в карман телефон и пауэрбанк рядом. Этот шнур не мешает. Вот он рядышком. Не этот самый. Так. Не мешает, в общем. Вот такая вот распаковочка. Два фирменных шнура по мобильным бонусам. Я постоянно прохожу, но не все продавцы продают товар, значит, там от $1 до $1 дают купончики от $1, от обычно от 3, ну и от 2, тоже $2 купончик от $2, обычно 2 от 6, от 4. Ну, не всегда мне надо такие товары. Ну, это тоже мне, в принципе, такие шнуры есть, но были купончики, почему бы не взять? Пригодятся не только мне, но и детям. Вот такая вот распаковочка. Кому понравилось, ставим лайк. Пишите в комментариях, что тут такого непонятного. До следующих видео.